Всем здравствуйте! Сегодня будем учиться рассчитывать реглан с V-образной горловиной. На моем канале уже есть видео по расчету реглана с круглой горловиной. Ссылку на видео я оставлю в описании. И расчет V-горловины идет на основе круглого выреза. Поэтому мы начинаем с того, что берем самую обычную сантиметровую ленту, прикладываем ее вокруг шеи и измеряем обхват максимально узкой круглой горловины, которую можно в реальности носить. У меня получилось 51 сантиметр. Обхват круглой горловины 51 сантиметр. Теперь при помощи самой обычной математической формулы найдем радиус этой горловины. Для этого обхват нашей круглой горловины мы делим на 2 и умножаем на число π. Берем наш обхват круглой горловины 51, делим на 2π. Число π это 3,14. Получаю, что радиус моей круглой горловины маленькой 8,1 сантиметра. К полученному радиусу я должна добавить ширину планки, которую я буду вязать. То есть вот это вот расстояние я взяла 4 сантиметра. И еще отступ от шеи. То есть если вы не хотите, чтобы горловинка лежала близко к шее, то нужно взять небольшой отступ. Вот я взяла 2 сантиметра, можно его не брать. И в итоге радиус горловины, которую я хочу связать, получается 14,1 сантиметра. Из этого радиуса мы рассчитываем длину окружности или длину наборного края, которые нам нужно сделать, чтобы начать все-таки вязание нашей V-образной горловины. Это тоже рассчитывается по математической формуле. Вот он, длина наборного края горловины равно 2 умножить на π и умножить вот на этот вот радиус, который мы высчитали. Я получаю 88,5 сантиметров. Это и будет наш наборный край в сантиметрах. Теперь нам нужно перевести его в петли. То есть необходимо связать образец и рассчитать плотность вязания. У меня получилась следующая плотность. 2 петли это 1,33 сантиметра и 2 ряда это 0,9 сантиметров. Теперь, исходя из плотности, мы ищем количество петель, которое нам необходимо набрать для горловины. Это очень просто сделать. Умножаем нашу длину горловины в сантиметрах на 2 петли и делим на 1,33 сантиметра. Я получаю, что мне нужно набрать 133 петли. Дальше нам необходимо сделать схематический чертеж, то есть мы рисуем окружность, которую схематично делим на рукава, перед и спинку при помощи регланных линий. Дальше нужно определиться с узором регланных линий. Я отвела на регланную линию по одной петле, но можно и по 2, и по 3, то есть в зависимости от узора, который вы выбрали. Дальше из этого общего количества петель нам необходимо вычесть петли регланных линий. То есть у меня на регланную линию идет 1 петля. Всего регланных линий 4. Поэтому из 133 я вычитаю 4 умноженное на 1. Получаю 129 петель. Полученное количество петель мы должны разделить на 3 части. И я получаю 3 части по 43 петли. Одну часть 43 петли я отдаю спинке. Вторую часть 43 петли я отдаю переду. И третью часть я делю пополам. И получаю по 21 петле на один рукав. На второй рукав и еще 1 петля у меня останется. И я эту одну петлю отдаю петлям переда. То есть перед у меня получается уже 44 петли. Отдаю переду, потому что у нас перед состоять будет из 2 полочек, и 43 на 2 полочки не разделится. Далее нам нужно определить вот такой вот прямой участок горловины по спинке и по переду, который мы обычно закрываем просто перед тем, как начать вязать убавки, если вяжем изделие снизу вверх. Ширину этого участка определяем по полуобхвату ладони. То есть также берем сантиметровую ленту, кладем на нее вот так вот ладонь, точнее наши пальчики, и смотрим, сколько получается эта ширина. У меня 7,5 сантиметров. Перевожу это все в петли.
исходя из нашей плотности, и получаю в итоге 17 петель. То есть вот это вот участок прямой горловины по спинке и по переду у меня будет по 17 петель. Вот таким образом я отметила эти участки, назвала пол, то есть полуобхват ладони. Дальше мы должны перейти к расчету ростка. Росток делают обычно 5-6 сантиметров. Я сделаю 6. И опять же возвращаюсь к нашей плотности и определяю, что 6 сантиметров это 14 рядов. И вот это вот количество рядов должно быть обязательно четным. Дальше мы должны рассчитать точки разворота для вывязывания ростка. То есть просто вот это количество рядов я делю пополам, получаю 7 точек разворота. Я на рисунке эти точки разворота отметила крестиками. Это с одной стороны, вот от наших вот этих вот прямых участков, вот у меня эти точки. И со второй стороны также находятся эти точки. И распределяю эти точки по рукаву и по переду. Причем большую часть точек я отношу к рукаву, а меньшую к переду. То есть на рукаве у меня 4 точки, на переде 3 точки. Точки по переду располагаем как можно ближе вот к этому прямому участку горловины. По рукаву крайние точки мы располагаем максимально близко к регланным линиям, а остальные точки распределяются равномерно. У меня получилось, что от регланных линий я отступила по одной петле, и дальше у меня 6, 7, 6. То есть если я сейчас сложу все вот эти вот участки, то получу общее количество петель рукава, то есть 21 петлю. Росток мы вяжем укороченными рядами, то есть начинаем вот от этих вот петель, которые ближе к спинке, и начинаем от одной точки к другой точке вывязывать наш росток. Получается, что каждый следующий ряд у нас будет длиннее предыдущего. Если вы хотите более подробно, попетельно посмотреть, как вяжется росток, то в описании под видео я оставлю ссылочку. Я там вязала свитер мужу и именно показывала попетельное вязание вот этого ростка, как делать точки разворота и все тонкости вязания ростка на практике. Точки ростка распределены. Далее мы считаем количество этих точек именно на рукаве. В моем случае это 4 точки. И поэтому мы 4 петли отнимаем от петель спинки. Я получаю, что спинка 39 петель. И 4 петли добавляю к петлям переда. Получаю, что перед в итоге 48 петель. Такая коррекция петель уравняет количество петель переда и спинки, так как за счет вязания ростка, как я уже показывала, мы делаем прибавки в регланных линиях спинки, а перед не затрагиваем. Следующий момент, чтобы горловина по спинке была вот такой вот дугой, а не прямой линией, нам необходимо вывязать округление для горловины спинки. Многие его не делают, но я всегда вывязываю, потому что без вот этого вывязывания округления вы получите угловатую горловину. Делают на округление небольшое количество точек разворота, обычно от 6 до 8 точек. И я беру и отмечаю эти точки разворота. Они у меня отмечены кругляшками. Я беру обычно 3 точки по спинке и 3 точки по переду. Это с одной стороны, вот от наших вот этих вот прямых участков, вот у меня эти точки. И со второй стороны также находятся эти точки. По вырезу переда эти точки размещаются максимально близко к регланной линии. По вырезу спинки они распределяются более равномерно. Мы уже знаем, что полуобхват ладони у нас занимает 17 петель. Вот мы его рассчитывали. И чтобы определить расстояние между вот этими точками, мы от петель спинки отнимаем вот этот полуобхват ладони, то есть 17, я получаю 22 петли, делю их на 2 участка по 11 петель и выполняю расчет участков. То есть, чем точка ближе к регланной линии, тем участок поуже. Дальше все шире и шире. Вот у меня получилось 2, 4 и 5 петель, в общей сумме 11 петель. Расстояние между вот этими вот точками переда я не рассчитываю. Потом вы поймете почему.
Для переда мы только делим общее количество петель на 2 полочки, и я получаю 2 полочки по 24 петли. Сейчас необходимо убрать лишние отметки на нашем чертеже, чтобы было удобнее перейти от круглого выреза к V-образному. Посмотрите, я убрала все лишние отметки, которые находятся по переду, и заменяю круглую выреза переда V-образной. Вот этой линии у нас, соответственно, не будет, и никаких точек, которые мы здесь отмечали, также не будет. Поэтому в итоге мы рассчитывали, что должны набрать 133 петли, учитывая вот этот вырез, но этого выреза не будет, поэтому количество петель необходимо набрать меньше. Сейчас рассчитаем, сколько же все-таки нам необходимо набрать. Для этого мы петли спинки складываем с петельками рукавов, складываем с петельками регланных линий и берем только 2 петли от переда. Неважно, поскольку у вас петель получились полочки, хоть по 24, хоть по 50, абсолютно неважно, берем только 2 петли. Все это складываем, то есть 39 петли спинки, плюс 21 умноженное на 2, это 2 рукава, плюс регланная линия у меня из одной петли, их 4, и плюс 2 петли переда, получаю, что набрать мне необходимо 87 петель. Затем я из общего количества от 133 петель отнимаю эти 87 и получаю, что 46 петель мне нужно прибавить в процессе вывязывания V-образной горловины переда. Так как у меня будет 2 полочки, первая и вторая, то я должна буду прибавить 23 петельки по одной полочке и 23 петли по второй полочке. То есть 46 я просто поделила пополам. Смотрите, у нас точки округления горловины остались только по спинке, то есть спереди мы их убрали, а точки ростка остались только на рукавах, и спереди мы их тоже убрали. Начинаем вязание мы всегда с точек округления горловины. И так как по переду у нас их нет, то вяжем просто до регланных линий, при этом делая прибавки и в регланных линиях спинки, и в регланных линиях переда. Вяжем их тоже укороченными рядами от первой точки до регланной линии, делая прибавку. Потом возвращаемся ко второй точке, опять разворот и опять до регланной линии, не забывая сделать прибавку. И вот так вот связали такой как бы погончик с одной стороны, затем переходим на вторую сторону и в точности также вяжем укороченные ряды по второй стороне. Как все это вяжется на практике, у меня также есть видео, в котором я вязала свитер для мужа. Ссылочка будет в описании. Вы можете перейти и все посмотреть это попетельно именно на практике. Далее, когда у нас округление горловины готово, мы переходим к вязанию ростка. Росток также вяжется укороченными рядами. Начинаем мы вот от этих вот точек, которые ближе к спинке, и тоже вывязываем наш росток. Как я уже сказала, вязание ростка тоже посмотрите на примере вязания свитера для мужа. Ссылочка в описании. Заходите, смотрите, чтобы было все понятнее. Когда у нас росток и округление горловины готовы, то мы приступаем уже к вязанию полных рядов, то есть которые будут захватывать все наши набранные петли. И помимо прибавлений в регланных линиях, которые мы всегда делаем при пересечении регланных линий, нам нужно будет делать прибавление для формирования V-образного выреза. Чтобы получился вот он такой V-образный вырез со скосом. И, как мы уже рассчитали, с каждой полочки и с левой, и с правой нам будет необходимо прибавить 23 петли. Прибавки я делаю здесь в V-образном вырезе через ряд, то есть в каждом лицевом ряду, как и прибавки для регланных линий. На какую длину вязать наши регланные линии, как делать подрезы, можно посмотреть видео о расчете с круглой горловиной. Сейчас можете нажать на картинку в верхнем правом углу экрана и посмотреть это видео, там все подробно рассказано. Если хотите научиться обрабатывать горловину, так же как у меня, и вязать планку,
то можете нажать на картинку в нижнем правом углу экрана, там будет подробное видео. И традиционно жду ваши лайки, задавайте вопросы в комментариях под видео. Всем пока-пока!